Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал о жизни в Турции. Наступил 2026 год и, конечно же, в Турции подъем цен сразу же. Почему? Потому что каждый год, после каждого Нового года в Турции повышают зарплату. Так, минимальную зарплату я имею в виду. И сейчас она составила, мне кажется, 28 тысяч лир, подпишу в долларах, сколько это. И, соответственно, цены тоже растут сразу. Причем, знаете, как бы вроде зарплата повышается у людей, но на самом деле цены-то растут быстрее. Цены поднимают несколько раз в год, а зарплату или раз, или пару раз в год максимум поднимают. Поэтому зарплата за ценами не успевает. Сейчас мы как раз едем всей семьей в супермаркет на такую закупочку, и я вам тоже поснимаю, покажу, сколько что стоит, поэтому не переключайтесь, смотрите цены, кому интересно. Сейчас вот все сразу с Нового года повышается, и налоги, и какие-то штрафы автомобильные, то есть все одним махом вместе с зарплатой вот так и повысилось. Ну, для примера вам скажу, что есть в Турции такой налог на регистрацию иностранного телефона. То есть, если вы телефон покупаете за границей, вам нужно его зарегистрировать в Турции, имей телефона, чтобы он с турецкой сим-картой работал. И это удовольствие сейчас стоит просто регистрация телефона без телефона. И сейчас это стоит где-то $1200. То есть, знаете, как мой муж говорит, что он покупает один телефон себе, то есть за границей привозит, а один телефон государству, вот, потому что платить нужно такой налог. Почему это сделано? Потому что в Турции телефоны дорогие, вообще вся техника в Турции дороже, и получается так, что если кто-то, так скажем, хочет схитрить, да, и привезти себе телефон из-за границы, который будет стоить там в 2 раза дешевле, например, чем в Турции, те же айфоны там, например, то все равно придется заплатить вот такой вот налог, чтобы как бы этот телефон, в принципе, стоил точно так же, как бы и в Турции вы его купили. Поэтому сейчас это уже невыгодно. Раньше был этот налог меньше, и можно было все равно купить iPhone за границей, заплатить налог, и все равно бы это стоило меньше, чем если покупать телефон здесь. То есть сейчас уже нет. Короче, невыгодно получается. Вот в такие рамки загоняют, да, чтобы телефоны не покупали в Турции только. Потом еще есть такая фишка в Турции, как налог на выезд за границу. То есть каждый гражданин Турции, когда выезжает за границу, обязан заплатить этот налог при каждом выезде за границу. Сейчас он уже где-то $30, в лирах тоже все цены подписываю, сейчас точно уже не помню. Тоже он увеличился так хорошо. Раньше был, кажется, 700 лир, сейчас уже, вот видите, 1200, наверное, где-то так. И вот так вот совсем так вот все дорожает. Конечно, это очень сильно бьет по кошельку, и это влияет на платежеспособность. То есть то, что раньше мы могли за определенную сумму купить, сейчас уже, например, мы покупаем в 2 раза меньше за эту же сумму. Ну, я так утрирую, ну, грубо говоря, потому что я переехала в Турцию 12 лет назад, и, ну, честно, для меня тогда все было копейки. А сейчас уже я уже, знаете, смотрю на цены, думаю, а нужно ли мне это или не нужно на самом деле. Al bakayım bu kadar çıktı. Al senin olsun. Tamam. Hadi görüşürüz. Мы, конечно же, попали в пробку. Всегда. Просто мы с кафешки едем, не близко к дому. И здесь пробка почему-то. Ну, наверное, потому что погода плохая, дожди, в общем. Это обычная история. Так выглядят автобусы в Турции, видите? Такие желтенькие, большие. Только что так, скрытая камера для вас была, как малыши, ну, парни, так скажем, уже продают на дорогах, в пробках шоколадки. Муж всегда таким деткам денежку дает. Ну, потому что, как он сказал только что как бы ему приятно дать таким людям, да, детям в частности, потому что они зарабатывают, они не стоят просто с протянутой рукой, типа дай денег, а они, как бы, это их работа. В таком возрасте, где они еще могут работать, да, по сути. Вот нашли себе мальчики такую работу, продают шоколадки, он им просто дал денег, говорит, шоколадки себе оставить. Вот. Ну, только такие бедные, ну, как бы, это не то, что бедные, он просто один мальчик потрогал руль, так погладил наш. Ой, такие бедненькие. Ну, я думаю, что
нет, как бы, сказать, нет хорошей жизни, конечно, они это делают, но мне кажется, в какой-то степени им там даже прикольно такая работа, они вдвоем, да, и вот таким образом решили, почему бы не заработать. Ну, на дорогах не только шоколадки продают, воду продают, взрослые продают цветы, шарики, там, в общем, ну, это в пробках, знаете, где всегда есть пробки, на Стамбуле таких дорог много, то обычно вот стоят люди, вот так вот зарабатывают деньги. Мы приехали в магазин Филе. Мы любим здесь покупать все, потому что здесь свежие овощи. Очень много прикольных штук продают. Поэтому мы всегда здесь купаемся. Людей тут, кстати, сейчас много, не знаю почему. Наверное, потому что вечер. Так, я вначале возьму свое любимое молоко. Оно по 30 лир сейчас по скидке. Да, ложу. Вот эти люди пройдут. Такое. Смотрите, видите, какая прелесть здесь, все свеженькое. Так, ну что вам показать по ценам. Мандарины по 45, яблоки по 109, что дорого. Зелени почти не осталось, тут тоже уже. Укроп по 22, мята по 27. О, смотрите, мои любимые перчики появились по 150 лир, наверное. Они редко когда бывают, но они очень вкусные, видите, такие. Еще я здесь всегда беру вот такое молоко растительное от фирмы, которая продается только в Филе. Уже 100 лир оно раньше дешевле стоило. Кстати, вот такое еще молоко вкусное. Тоже это фирма Филе. Крем-брюле. Ну, в кофе добавлять класс, оно единственное, оно как мороженое, оно очень сладкое, поэтому я его не беру 50 лир. Еще обычное молоко возьму. Вот по 38. Что ты хочешь? А? Что? Продается здесь вот такая фисташковая паста, очень вкусная. 500 лир. Есть еще вот такая вот, 230. Так, покажу вам цены на йогурт, например, вот 1,5 килограмма, 100 лир. Такие йогурты. Это турецкие йогурты. Кефирчик вот 88, есть такой по 65, безлактозный. Это Мира очень любит эти киндер, как они, батончики, киндер, короче. Вот такие. 4 штуки вот 100 лир, одна штука 26. Такие цены. Йогурты, кстати, вот появился недавно такой йогурт с черникой. Очень вкусно. Питьевой. И вот эти вот штучки вкусные. Ну, это такие, как сырная масса больше. Я сейчас возьму тоже, кстати, такие густые йогурты по 50 лир. Очень вкусно. Еще есть такие простые, без добавок. Он похож на сметану. Но тут нету Активия, он тоже по 50. Йогурты по 50 лир. Я, конечно, балдею. Ташка вам хочет показать. Давай, Ташка. Мороженое кокос. О, какая красота. Смотрите, в тыкве. А это? Ananaslı. Вау. Ананас. Супер. Kaç para? Сколько стоит? Şimdi Hindistan cevizi olan 350 liraymış. 300. Ananaslı olan da 350 liraymış. Bu da 300. bu arada. 350. А этот? Сколько? Bal kabaklı da 350. 350 лир, короче. Красота. Так, цена на сыр. Мы берем обычно вот такой вот порезанный, 280 лир за 700 грамм. Или он есть еще где-то целый кусок. Нету, сейчас не вижу. Ну или вот такой я люблю. За 700 грамм 325 лир. А еще вкусный вот наш, как наш чеддер президент. 220 грамм, 200 лир. И маскарпоне вот тоже 200 лир. Тут еще очень много всякой крутой заморозки. Смотрите, например, тортики 365 лир. Они, кстати, очень вкусные. Ну, мы некоторые пробовали, не все, конечно. Но вот сейчас смотрю, например, этот есть Сан-Себастьян есть. Нету сейчас его. Очень вкусный Сан-Себастьян был. Макаруны вот
185 лир. Тоже, кстати, здесь вкусно, я пробовала. Турецкие сладости даже заморозки есть. Такие цены. И, кстати, здесь есть наши пельмешки. Называются узбек манты. Стоят они 185 лир за 400 грамм. Тут вот эти бюреки обалденные, кстати. Замороженные. Их делаются, они очень быстро делаются с картошкой. Всякие турецкие, вот эти турецкие выпечки, пидешки, вот эти вкусные. Это все марка именно, которая только здесь продается. Стоит 215 лир. Лахмаджуны. И что еще? Вот пиццы. Всякую пиццу я не пробовала, именно эти. Семиты даже есть замороженные, видите? Вот это вот очень вкусное тесто для печенья. Прям обалденное, 150 лир стоит. Булочки тоже всякие заморозки. Туда пройдем? И еще тут очень вкусная выпечка, именно своя. У них здесь есть печка. На развес продается. 450 лир за печеньки всякие. Вот это обалденное с начинкой малиновой. Потом бюреки здесь продаются. 295 лир за килограмм. И всякие вот такие круассаны, пончики. Все очень вкусное, свежее. И они еще пекут свежий хлеб. Вот такой вот багет. Это тоже все обалденно вкусно. Но сейчас, видите, наверное, все в печи, либо же уже вечер, поэтому они не делают. Еще обычный хлеб вот здесь есть. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Например, вот такой тостерный хлеб. 50 лир. Булочки по 60 лир. А я люблю вот такой хлеб. Короче, он полезный. По 70 лир тоже возьму сейчас, наверное, себе. Так. Ну и, в принципе, по хлебу все. Ну, еще всякие здесь косметические средства продаются, но это я редко покупаю. Вот мы зашли за одним пакетом, набили в итоге целую тележку. Взяла еще такой жидкий порошок, то по скидке он 3 литра за 150 лир. По традиции покажу вам, что купили. Как всегда, у нас чек вышел, знаете, на сколько? 2937. Ну, можно считать 3000 лир. У нас так всегда. Мы не можем зайти в магазин и купить там ничего меньше 2000, по крайней мере. Ну, сейчас вышло 3000. Ну, знаете, то и то надо. Короче, как всегда получается. Сейчас покажу вам, что купили. Значит, перец, как я вам уже показывала, вот такие две перчинки вышли на 75 лир. Так, потом муж взял... Сейчас поставлю вас поудобнее. Опа. Будет удобнее пакет разбирать. Муж взял вот это вот волшебное мороженое в тыкве. Будем пробовать. И Мира в тыкве не захотела, захотела в ананасах. 350 лир получается за 2 штучки. Дальше вот такие вот батончики. Киндер батончики Мира набрала. Сейчас это сложу в холодильник. Это я уже вам показывала. Такой йогурт. Я взяла еще помело. Я 100 лет его не ела, наверное, лет 10, честно говоря. Вообще я его никогда не любила. На самом деле, когда мама еще любила, покупала в Украине, ну, я никогда особо не любила. Сейчас мне что-то захотелось, я увидела. Вообще в Турции оно не сильно популярно. Оно, или что это, да? Но, в общем-то, что-то я увидела, захотелось. 100 лир, кажется, вот такая штука стоит. Дальше хлеб, который я вам тоже показывала. Его ем только я. Мира набрала себе чипсы, газировку, точнее это Ice Tea, лимон, соков вот такие, она пьет капресанчики. А это мой кофе. Я иногда пью не с кофемашины, у меня там кофемашина, видите, стоит, капсульная. Иногда пью такой фильтр кофе. Тоже вкусный. На пакетик, там такой пакетик надевается на чашку, заливается просто фильтр этот. И можно молоком разбавлять. Еще соки Мираны. Еще соки Мираны. И барбекю соус, он был по скидке, кажется,
70 лир или 60 лир, поэтому взяли мой самый любимый соус, это барбекю. Вот уже один пакет пустой, еще есть второй, всего 2 пакета на 3000 лир. Кстати, пакеты филе именно в этом магазине только такие. Есть еще бумажные, но там как бы смысла нет их покупать, они что-то по 7 лир, по-моему, я уже не помню. Ну, короче, дорогие. Мы вот эти поэтому берем. Обычно в машину кидаем, но сейчас у нас был только один пакет, пришлось еще докупить, хотя дома у нас их уже просто куча. Так, давайте переходим к второму пакету. 2 стиральных порошка жидких я взяла, вот таких. Здесь 3 литра, 150 лир всего лишь, это хорошая цена. Я всегда беру порошки по скидке, и поэтому получается, что у меня не всегда с запасом. Когда я вижу скидку, я вот беру, вот сейчас взяла 2 таких, это для цветного, у меня там еще есть в запасе для черного. Короче, у меня всегда так, ну, потому что как бы не вижу, вот сейчас он стоил вроде как 300 лир, упал на 50% цена. Ну зачем мне за 300 лир покупать, да? Дальше молоко, нет, это кефир, безлактозный кефир. Взяла молоко, это уже вам показывала. Молоко раз, растительное молоко 2, это я пью, потому что у меня аллергия на обычное, с кофе, в кофе добавляю. И взяла еще 2 такого молочка. Тоже с кофе очень вкусно, хотя это обычное молоко, но как бы иногда я себе позволяю его. Оно очень вкусное. Такое со вкусом имбирного печенья, я бы сказала. Дальше муж взял вот такой вот замороженный лахмаджунчик. Это мини-лахмаджунчики, называется фундук-лахмаджун. Фундук-лахмаджун, они такие, ну, такого размера. Вот, совсем как моя ладошка. Но не менее вкусные, чем обычные. Так, взяла еще вот такие вот картошечки. Baby patates, это baby картошечка. Короче, в чем прикол? Что я увидела рекламу именно вот этой картошки у кого-то в Инстаграм, кто-то рил снял, что бегите типа в филе, покупайте эту картошечку. Там есть приправа, которая дает вкус мангала. То есть вы как бы эту картошку посыпаете этой приправой. Вот тут написано, что 30 минут в духовке или 20 минут в эйрфрайере. И все. Типа готово. Так что я хотела попробовать. Кстати, стоит 50 лир. Взяла себе колу Zero. Это только я пью Zero. Она была тоже по скидке, кажется, 55 лир. За 1,5 литра это вообще дешево. Ну и это, наверное, самое дорогое, что мы взяли. Это мясо гердан, это шея, да. Из этого куска очень классно делать такой супер полезный наваристый суп по-турецки, естественно. Очень часто мы это покупаем именно для зимних таких супов. Я дома делаю, он такой остренький, наваристый получается. Ну, конечно, варить надо долго, но я в мультиварке это делаю. И стоит это удовольствие 795 лир за килограмм. А за 2 такие штучки вот 300 лир получилось. Мира взяла круассан себе, кстати, с фисташковой начинкой, очень тоже вкусно. 55 лир вышел. Он на развес, 55 лир вышел одна штука. Я взяла себе 2 авокадо, не помню почем. По-моему, тоже что-то 60 лир, возможно, дороже. И колбаску, ну вот такой вот разрез. Ну и муж взял шоколадку. Вот и все, что мы взяли. И это все вышло на 3000 лир. Мне раньше под видео предыдущих моих покупок писали, что, мол, нету мяса, нету там курицы. Ну, почему мы сейчас не покупали, допустим, ничего, ну, только вот эти вот шейные кусочки, которые я вам показывала, но это я в морозилку закину. Потому что у нас всегда есть в морозилке фарш, есть в морозилке кушбаши, это называется мясо нарезанное такими кусочками. Курицу я покупаю только если что-то собираюсь готовить с курицей, поэтому сейчас я не собираюсь. У меня в холодильнике лежит рыба, которую муж вчера купил на базаре, поэтому сегодня у нас на ужин рыба. Ну а завтра я уже либо же куплю тут в другом магазине курицу, либо же, скорее всего, наверное, буду готовить что-то другое, не из курицы, возможно, сварю вот этот вот суп. Так что такие покупки у нас вышли. Напишите, как вам цены. Интересно сравнить цены в других странах, точнее, у вас что-то может быть дороже, что-то дешевле. Напишите, особенно цена на мясо. Меня интересует, потому что это, ну, как бы такой актуальный момент, да, так скажем. В общем,
Вот такие были сегодня покупочки. Жду ваши комментарии. Всех целую. Всем пока-пока.